На днях я получил такой комментарий. Ты перешел от исследования их истории к любви к ней. Я нашел это забавным, но затем я решил задать себе вопрос, что общего у нарратива о Тартарии, невероятных строениях, с основным контролируемым направлением, например, на таком канале, как «История». Что ж, то, что я нашел, весьма показательно. Я хотел бы представить вашему вниманию пару клипов. Кстати, имейте в виду, что канал «История» фактически принадлежит компании Уолта Диснея. Все эти клипы из серии «Древние пришельцы». Хампи, Индия. Здесь лежат древние руины города Виджаянагар. Считается, что он был построен между XIV и XVI веками нашей эры. В его центре возвышается храмовый комплекс Витала, шедевр индийской архитектуры и самый большой и почитаемый храм города. Храм Витала был построен с намерением создать здесь, на земле, небесный дворец. С этой целью король собрал великих архитекторов, великих инженеров и великих мастеров, чтобы создать это чудесное здание, которое также может издавать восхитительный звук, способный угодить Богу. Непосредственно к храму примыкает то, что называется ранга-мандапа, или сценический павильон. Здесь много колонн, которые достигают высоты почти в 12 футов. Существует ряд так называемых составных колонн, где имеется центральная колонна, и она окружена со всех сторон меньшими колоннами. Эти колонны известны тем, что при ударе по ним они издают красивые и запоминающиеся звуки. По словам местных гидов в храме, 56 колонн индивидуально настроены на одну из 7 нот саригамы, древней санскритской музыкальной гаммы, насчитывающей тысячи лет, которая до сих пор преобладает в музыке хинди. Определенные группы этих колонн были созданы таким образом, чтобы представлять тональные вибрации гаммы для различных инструментов. Некоторые созданы для представления деревянных духовых инструментов, некоторые для представления ударных инструментов и так далее. Итак, с самого начала мы видим, что и древние пришельцы, и Тартария сильно сосредоточены на таинственных музыкальных элементах старой архитектуры. Так, это ухватили, думаю, продолжаем слушать. Британцы, когда они правили Индией, были озадачены таким удивительным уровнем. И даже разрезали одну из колонн, чтобы посмотреть, как она устроена. Но это был просто гранит, плюс мастерство создателей. Хотя каменные колонны сами по себе кажутся простой технологией, недавние анализы показали, что они могут состоять из усовершенствованной полимерной смеси гео, гранита с силикатными частицами и металлическими сплавами. Но что продолжает озадачивать ученых, так это то, что первые базовые геополимеры были изобретены в Советском Союзе в 1950-х годах, спустя сотни лет после того, как были созданы эти колонны. Что ж, как и в случае с Великой пирамидой К-2019, канал «История» не возражает против раскрытия того факта, что многие старые строения были на самом деле залиты, отформованы и укомплектованы с помощью геополимера и бетона. Но глядя на это как геолог, как это было сделано, это просто удивительно и действительно сбивает с толку. Я слышал, что кто-то пытался сымитировать это в наше время, просто создать небольшую часть, одну колонну. И люди не добились в этом успеха. Так как же они это делали, мы пока не знаем. По словам индуистских священников, каждая из этих колонн была специально настроена на гармонию, чтобы общаться с богами. Итак, нужно задаться вопросом, спустились ли внеземные существа и дали инструкции по созданию этих особых частот. И началось. Мало того, что у нас есть скрытые тайны музыкальных частот и продвинутого бетона, так это еще могли быть и не люди. Да, конечно. Это должны были быть более продвинутые существа. Канал «История» говорит о внеземных пришельцах. Мы говорим «тартарианцы» или те, кто пришел из неизвестных земель. Продолжаем смотреть.
Было проведено обширное исследование пирамид по всему миру с точки зрения их структуры и того, чем они являются на самом деле. И одна из теорий состоит в том, что пирамиды – это генераторы энергии. Итак, если имеются эти пирамиды, стратегически расположенные по всему миру, генерирующие этот заряд, возможно создать общую стационарную волну по всему миру, которая, по сути, представляет собой беспроводную передачу энергии. О-о, это уже не просто частота и вибрация. Пирамиды – это генераторы энергии, беспроводная передача свободной энергии, перенаправленной по всему миру. Звучит знакомо? Было высказано предположение, что древние корабли, пришельцы, тартарианцы и те, кто обладал этими высокими технологиями, могли использовать эту взаимосвязанную беспроводную энергетическую систему для навигации по планете. И это могло бы иметь смысл, если бы существовала какая-то всемирная энергосистема в виде пирамиды, подобной этой. Энергетическая сеть по всему миру. И они также одержимы Антарктидой. Тогда в Антарктиде тоже были бы пирамиды. И если это на самом деле рукотворное сооружение, то как такое вообще возможно в месте, которое было погребено подо льдом более 12 миллионов лет? Согласно теоретикам древних астронавтов или сторонникам Тартарии, Антарктида, возможно, не была замерзшим континентом так долго, как предполагает большинство ученых. И говорят, что доказательства можно найти, изучив карту 500-летней давности, на которой изображен континент безо льда. Что ж, они используют ту же методологию просмотра тех старых карт эпохи Возрождения, созданных такими людьми, как Меркатор и компания, для разработки своей гипотезы. Так, здесь где-то 4 метра. Это дальний угол, здесь. Используя размеры и плотность одного из базальтовых каменных блоков, доктор Бёртон вычисляет его вес. 2,50. Хорошо, так, исходя из измерений, вы видите перед собой вес около 54 тонн. 54 тонны, да, 50 плюс-минус. И у нас имеется 1, 2, 3, 4 таких монолита, по сути, поставленных друг на друга на высоте 40 футов. Итак, Газ, какова же легенда перемещения этого камня по острову? По преданиям, камни сами прилетели сюда. Камни были привезены с севера, а залетали они сюда наверх сами. Из поколения в поколение жители Помпеи рассказывали историю о том, что Нан-Мадол был построен странными посетителями с использованием левитации. Согласно преданиям, камни полетели в район Нан-Мадол. Как они летали, мы не знаем. Согласно помпейской легенде, два брата, основавшие Нан-Мадол, были иностранцами. Они были не отсюда, мы не знаем, откуда они. Согласно легенде, чародеи-близнецы, создавшие Нан-Мадол, были гигантских размеров. Да еще и левитирующие камни, уложенные руками гигантских продвинутых существ. Очень похоже на легенды острова Пасхи, где говорится, что великаны волшебным образом перенесли и установили каменные статуи Муаи. Ребята, Тартария или гипотеза о невероятных строениях – это буквально те же древние пришельцы, но под другим соусом. И те, и другие концентрируются на высокоразвитой свободной космической энергии, на частоте и вибрации. Подчеркивают, что эти строения являются невероятными, заменяют людей продвинутыми существами. Все, что мы сделали, это заменили их дурацкий глобус на плоскую Землю, сменили слово «пришелец» на «тартарианец». Добавили гипотезу перезагрузки, чтобы придать больше убедительности, которая, кстати, неверна. Как я уже понял, эти города не пусты. Причина, по которой мы не видим людей на некоторых фотографиях, плюс выбеленное небо, связана с длительной выдержкой. И вы можете увидеть это здесь. Смотрите, призрачные люди не попали на камеру должным образом из-за длительной выдержки. Та же самая причина и на этой современной фотографии. Я рекомендую посмотреть видео Static in the Attic или Wood Nichols по ссылкам в описании ниже.
Это не значит, что перезагрузок не существует, они реальны. Но я не могу найти свидетельств того, что это произошло в XIX веке в большом масштабе. Последняя великая перезагрузка, которую я смог обнаружить, была в конце Средневековья, и она имеет прямую параллель с тем, что происходит сегодня. И мы также добавили грязевое наводнение, но дело в том, что огромное количество древних туннелей по всему миру опровергает теорию о грязевом наводнении. Что там было до грязевого наводнения? Сложные туннельные системы над землей? Простирающиеся по всей поверхности Земли или по воздуху? Для меня, по крайней мере, это звучит не очень. Так какой у нас расклад? Есть ли хоть мизерный шанс, что, вероятно, все это время мы пляшем под дудку Псиопа, древние пришельцы под другим соусом? Что мы были обмануты, и нас заставили относиться к истории таким образом, чтобы мы ходили по кругу и не могли приблизиться к настоящей лжи. И это не единичный случай, когда канал «История» сообщает нам частичную правду. Они ничего не прячут на виду. Они хотят, чтобы мы так думали. Почему? Потому что, первое, это заставляет нас ходить по кругу, отвлекаться от того, чтобы докопаться до сути вещей. Два, это отделяет человечество от его реальной истории и заменяет его продвинутыми трансчеловеческими существами. Три, это заставляет нас всех поклоняться какой-то космической энергии и помогает подготовить людей, возможно, принять не такие уж невинные технологии в будущем. Четыре. Это полная лажа относительно того, что эти древние сооружения являются настоящими, то есть тем, что нам описывают. Геополимер здесь, в их мире, означает, что они были продвинутыми в прошлом. Но это также может означать, что большая часть нашей истории была создана около 500 лет назад с использованием архитектуры псевдокаменной кладки. Что эта архитектура на самом деле является одним из оружий, которые они использовали для фальсификации истории. Для меня, ребята, такая концепция не является рабочей, и она является одной из причин, почему мои тезисы изменились. Я хочу заглянуть поглубже, чтобы увидеть, что они могут скрывать. Это также еще одна веская причина не смешивать плоскую землю и эту концепцию древних пришельцев, тартарианцев. Потому что это так легко может дискредитировать это. Я знаю, что продолжу получать негативную реакцию по этому поводу, но отстаивание твердого мнения при наличии слабых доказательств в его поддержку или при обнаружении новых контрдоказательств означает, что вы не тренируете критическое мышление. Я предлагаю критически подумать над этим. Так или иначе, следующая глава моего видеосериала будет состоять из нескольких частей, и она коснется одной из наиболее тяжелых, запутанных вещей. В общем, я планирую выпускать больше таких небольших видеороликов, чтобы самому во всем разобраться и охватить более широкий круг тем. Хорошего дня!